Я закупилась на 47,5 евро, причем в уме даже не считала в магазине, а просто приблизительно предполагала. И действительно так и получилось, что на 50 евро на неделю. При этом, конечно, у меня на кухне есть уже запасы, поэтому я буду комбинировать, но так приблизительно выглядит моя обычная закупка. Я разложила все на столе на 3 части, чтобы было полегче понять. Во-первых, это углеводы, во-вторых, белки и, в-третьих, все свежее. Начнем с лапши цельнозерновой и булок для бургера, который я приготовлю по книге Майкла Грегера. Правда, я не нашла у них в магазине свеклу, поэтому взяла морковь, и тут еще бобы у меня другие получится, не было у них белых бобов. В общем, адаптация будет. Хлеб это для завтрака. Мы мажем его либо хумусом самодельным, у меня как раз отваренный нут в холодильнике, либо какой-то ореховой пастой плюс джем без сахара. Мюсли без сахара. Напитки соевый и овсяное молоко покупаю тоже без сахара, унгезюст. Здесь, кстати, микс у них только был соево-рисовое и овсяно-миндальное. Других у них растительных молок не было. Здесь еще пшенка и овсянка. Пшенку я делаю где-то раз в 2 недели на ужин с мелко нарезанной тыквой, которая у меня уже подготовленная в морозилке лежит. Кстати, да, здесь много биопродуктов у них было, видите? Био, органик, био. Тофу, это копченое тофу. Здесь полуфабрикаты, палочки веганские, вот веган, рыбные типа. И фрикадельки. Также из бобовых я нашла у них только зеленый горох. Приготовлю суп, наверное. И мне для котлет нужны вот красная фасоль. Сухой не было, я бы купила сухую, была только в этой банке. Из баночек здесь еще у меня томатный соус, который я использую опять в рецепт Майкла Грегера. У него здесь овощная лазанья. Правда, не хватает белой фасоли, мне нужно докупить, я в этом магазине не нашла. Затем яблочный соус, это Акс любит. Так, тут еще красный лук, цукини и баклажан, это все в лазанью, это просто все свеженькое картофель. Запеченный сделаем обязательно на неделе. Гранат, огурцы, био, кстати, тоже морковь. И цветная капуста пойдет в лазанью. Еще я взяла себе темный шоколад, он у них здесь даже Fairtrade. Веганского значка нет, но я посмотрела на ингредиенты, все нормально, все в порядке. У тебя шишка на анбоксе? Здесь. Да. Ты упал? Да. Где? Там. Вон там? Да. Кошмар. А я туда была. Туда. Круто было? А я Лула была. Юля? Да. Ударила тебя? Да. Это Лула. Наверное, нечаянно. Да. Это Лула. Съешь еще абрикосинку? Курагу. Курага вкусная? Это папа сказал. Что сказал? Да, папа сказал. Да лист. Да лист. Нельзя так делать, нельзя. Шишка. Ай, шишка, заживай. Шишка, заживай. Курагу еще съешь? Прыгай. Кураги наелся, теперь можно попрыгать. Ой! И еще раз.
нажал на кнопочку. Раз, маме, на кнопочку. Мне тоже на кнопочку нажал. В качестве базы для котлет здесь идут овсянка, это вместо муки, льняные семечки, как связующая, и кедровые орешки. Ну, здесь опять-таки можно взять какие-нибудь грецкие орешки, также вкусно будет. Затем я немножко растолку отваренную красную фасоль. Для поджарки сделаю морковь, лук и чеснок. Опять-таки можно взять любые другие овощи на выбор, ту же самую свеклу. И специи на выбор. У меня здесь был карри, по-моему, и горчица. Обжарила я на воде в духе Майкла Грегера. Плюс добавила еще отваренный коричневый рис и сформировала котлетки. Поставила их в холодильник на 30 минут. Затем осталось только запечь при 190 градусах полчаса и собрать в бургеры. Юля съела 1,5 таких бургера, Ники где-то 3/4 и Акс даже не стал пробовать. Затем я еще на неделе делала такую овощанку, очень вкусную. За базу здесь идет цветная капуста, я взяла половину от купленной. И я взяла еще тофу, копченый вместо бобовых. Запекла, в общем, цветную капусту и картофель. И потом добавила это в обжарку из тофу, перца, лука, чеснока, в общем, все как всегда. И затем в качестве соуса у меня было оливковое масло, сок лимона, чеснок, имбирь. Уксус, по-моему, еще добавляла. И третье блюдо недели была лазанья. Немножко затратная в плане приготовления по времени, но очень вкусная и хватает, в принципе, на пару дней точно. Я запекла здесь оставшуюся половину цветной капусты, баклажан и кабачок. И потом для белого соуса добавила цветную капусту, отваренную белую фасоль, которую докупила в другом магазине, петрушка, итальянские какие-то приправы у меня здесь, которые нужно наконец-то уже использовать, орегано, для сырного вкуса пищевые дрожжи и молоко овсяное. Затем выкладываем лазанью, просто добавляю купленный соус томатный, на него кладу неотваренные листы для лазаньи, запеченный кабачок и баклажан, покрываю все это белым соусом, также томатным соусом. Обычно, кстати, я беру цельнозерновые листы лазаньи, но это муж когда-то покупал, нужно было уже использовать. И затем долила немножко овсяным молоком. И сверху еще добавила ореховую присыпку по Майклу Грегеру. Это просто любые орехи, у меня были миндальные и бразильские, и опять пищевые дрожжи. Получилась очень сочная, очень вкусная лазанья, советую попробовать. Кстати, в плане детей опять не все ели на ура, только Ники съела, но зато она съела реально 2 порции, она любит все-таки запеканки. Акс и Юля у меня мешанину не любят. И по ценам, если кому интересно, я сделала такую табличку. Здесь, кстати, видно, что овсяное молоко стоит в переводе на рубли 74 рубля за литр. И то же самое с соевым молоком 70 рублей, здесь просто 2 штуки, поэтому сумма такая. И такие цены реально везде в Европе, что в Швеции, что в Германии. В Новосибирске в супермаркетах таких цен на растительное молоко нет, но я находила там свежесделанное соевое молоко на центральном рынке рублей за 80, по-моему, в веганском киоске.